Друзья, всем привет! И в этом видео я расскажу, какие диорамы сделал в 2021 году. Мой творческий год начался с того, что я слишком буквально воспринял фразу, что нужно начинать с малого, и сделал вот эту очень маленькую диораму. Это моя самая маленькая работа, но она по душе пришлась многим зрителям, поэтому следующий год, думаю, можно начать с чего-то подобного. Вторая работа в 2021 году — это вот такое кладбище с большим склепом. Извиняюсь за каламбур, но работа вышла достаточно живая. Живность на ней присутствует, очень много, ящерицы, пауки, и я сделал большой упор на проработку растительности. И после выхода этого ролика решил уже пошутить сам YouTube, и ролик почему-то попал в индийские рекомендации, а у них немножко другое к этому отношение. Они, разумеется, наставили дизлайки, и из-за этого со мной отказался сотрудничать один зарубежный бренд. Но в целом работа мне нравится, отношусь я ко всему этому спокойно, поэтому едем дальше. И приезжаем прямиком на вокзал. Эта работа, можно сказать, логическое продолжение первой самой маленькой диорамы. Идеей было сделать тот же масштаб, ту же величину, но сюжет сделать гораздо насыщеннее. Вокзал, люди, то есть это просто уменьшенная копия достаточно массивной, так скажем, диорамы. Следующая номинация — это вопрос года. Его задавали вы каждый день, когда выйдет диорама «Битва на Пеленорских полях», для которой и сделан этот олифант. Причин было много, все они не очень интересные. Могу вам сказать, что эта работа будет самой большой, и выйдет она во второй половине следующего года. Следующая работа имеет достаточно классический вид, просто дерево, фон с растительностью и автомобиль, который входит в дрифте в поворот. Но она вышла достаточно удачной, по цвету растительности удалось просто сделать классную вещь. В общем, работа мне тоже нравится. И можно подумать, что все работы мне вроде нравятся, но нет. Вот это, я считаю, номинация «Худшая работа года». Я сделал ее очень быстро ради рекламной интеграции, чтобы полученные деньги вложить в новую мастерскую. Это было необходимо, поэтому забудем. А вот эта работа мне нравится, несмотря на то, что у меня приключились некоторые неполадки в процессе. Вдохновился я тем, что я часто смотрю фотографии природы и сам стараюсь бывать там, в ней. И вот этот вид именно сверху на болото меня и вдохновил, и я решил его повторить. Получилось вот это. Номинация следующая. Самое большое количество лайков. Получила их вот эта работа, там больше 50 тысяч их, и в комментариях очень много писали, что не хватает деталей, не хватает мебели, но идеей было именно то, чтобы показать серость раз и показать пустоту два. Мне кажется, это вполне себе получилось, вот такой немножко мрачноватый сюжет, слегка с юморком, с собачкой, все хорошо, едем дальше. А точнее летим и прилетаем на одноименную планету Art Models, которую я создал. Идея здесь была разница цвета, контраст и переходы от светлого к темному и от темного к светлому. Это, разумеется, был эксперимент, я вообще не ведал, что творю, и сотворил вот это. Думаю, вышло достаточно неплохо, хороший задел на будущее для фантастических работ. Следующая моя работа очень тяжелая, еле держу ее в руках. Она в масштабе 1 к 1, и это моя мастерская. Благодаря каналу удалось все это создать. Очень хорошие условия, где все отдельно красочный бокс, огромный стол. В общем, все по полочкам разложил, сделал под себя, радуюсь не могу. Все в ящиках всякое лежит, классно. Вам спасибо, что смотрите. Следующая работа тоже небольшой эксперимент. К корпусу от до серийного ваза экспериментального, самого первого, прикрепил ноги, и получилось вот это чудо. Если у вас есть идеи для этой модели, диорам, пишите их в комментарии. Диорама следующая имеет межконтинентальный характер, а заключается он в том, что эта модель раритетная, ее уже не найти в магазинах, и пришлось заказывать этот мотоцикл аж из Австралии. Не самый удачный вариант, ландшафт немножко я с ним не угадал, но в целом неплохая работа.
Последняя работа в 2021 году — это вот такой детальный макет комнаты, сделанный по мотивам фильма «Ирония судьбы». Его история такова: мне написал Женя Бэдкомедиан с предложением сделать, соответственно, ее, а я накануне в каком-то ролике увидел, где человек делает что-то подобное, и подумал, в будущем надо. И вот это надо, это будущее наступило достаточно быстро, комната получилась и уехала к нему. В закрепленном комментарии оставлю ссылки на все эти работы, пересматривайте их в каникулы, пишите там же в комментариях, какие работы вам понравились больше. Всех с Новым годом, ведите себя хорошо и совсем скоро увидимся. Новый